Одним из самых мощных принципов реальности, который способен полностью и навсегда изменить нашу жизнь, является принцип зеркала. Это великое преобразование не требует какой-либо конкретной техники или стратегии, требующей действий. Этот принцип имеет отношение к тому, кем ты хочешь стать. Например, если твое желание состоит в том, чтобы стать миллионером, истина заключается в том, что тебе нужно стать миллионером изнутри, прежде чем это проявится снаружи. В противном случае ты будешь продолжать перескакивать с одного места на другое, думая, что проблема кроется в тебе самом. Первый урок из этого принципа заключается в том, что если ты не изменишься внутренне, ничто внешнее не изменится. В этом и заключается фундаментальная суть принципа зеркала. Если ты овладеешь этим принципом, все, к чему ты прикоснешься, превратится в золото. Однако для этого тебе придется противостоять своим собственным демонам, своему собственному отражению, словам, которые могут тебе не понравиться. Если ты действительно готов к значительным переменам, это видео для тебя. В этом видео я также поделюсь с тобой важным упражнением, которое я продолжаю практиковать и по сей день. Итак, сегодня мы рассмотрим этот принцип и то, как он действительно может изменить твою жизнь. Реальность – это зеркало, которое отражает твои отношения с самим собой и окружающим миром или с самой реальностью, твоим внутренним миром и твоим внешним миром. Что я имею в виду, когда говорю это? Давайте вернемся к примеру с тем, как стать миллионером. Если ваше отношение к деньгам таково, что вы не способны зарабатывать деньги, что вы не очень хороши в зарабатывании денег, тогда зеркало реальности скажет: «О, это то, во что вы верите, так тому и быть». Вот еще одно доказательство того, почему ты не способен зарабатывать деньги. И, следовательно, жизнь предоставит тебе больше обстоятельств, подтверждающих твою гипотезу и твое утверждение. Я хочу, чтобы ты запомнил этот важный момент. Внешний мир – это всего лишь отражение, сформированное образом, который по сути является еще одним способом сказать, что это наш внутренний мир. Если мы внимательно посмотрим на окружающий нас мир, станет ясно, что большинство людей все больше погружаются в безумие внешнего мира, поглощенные технологиями, социальные сети и суета повседневной жизни. Многие из нас утратили связь со своей внутренней мудростью, внутренней сущностью, которой мы когда-то овладели. Итак, давайте рассмотрим 4 ключа, которые позволят вам формировать реальность в соответствии с вашими желаниями. Например, когда мы изучаем закон притяжения, одна из наиболее часто упоминаемых вещей заключается в том, что реальность – это зеркало. И то, что мы пытаемся сделать, это манипулировать этим зеркалом. Первый фундаментальный ключ к принципу зеркала заключается в понимании того, что зеркало реальности отражает две вещи: ваши отношения с самим собой и ваши отношения с окружающим миром. Другими словами, то, что вы видите в зеркале реальности, является проекцией того, как вы видите себя и как вы видите мир. Если ты посмотришь на себя и решишь, что ты недостаточно хорош, зеркало просто отразит это убеждение. Я недостаточно хорош. Я не могу этого сделать, потому что я недостаточно хорош. И зеркало ответит: ты недостаточно хорош. Вот еще одно доказательство того, почему ты недостаточно хорош. Отражение основано на сообщениях, которые ты посылаешь зеркалу реальности. Зеркало реальности в некотором смысле похоже на верного друга, который всегда готов подтвердить то, во что ты веришь. Вместо того, чтобы пытаться напрямую манипулировать отраженным изображением, мы должны научиться трансформировать образ, который мы проецируем перед зеркалом. Это похоже на акт воздействия на кого-то. Когда мы прямо говорим кому-то «не делай этого», вероятность того, что он сделает именно то, что было запрещено, очень высока. Однако, если мы решим мотивировать и вдохновлять, представляя убедительные причины, избегать определенных действий, объясняя потенциальные негативные последствия, человек будет более склонен слушать. И примите наше влияние. Итак, наша цель состоит в том, чтобы косвенно влиять на наш мир. Зеркало реальности просто усиливает то, что вы говорите. Это всегда будет отражать то, что ты считаешь истинным в своем сознании, как в отношении себя, своей личности, так и в отношении своего мировоззрения. Пожалуйста, помни, что это один из самых важных ключей. Теперь вопрос в том, как мы можем это изменить.
Как мы можем прервать этот стереотип и осознанно выбрать то, чего мы хотим? Тебе нужно создать свою собственную идентичность и мировоззрение, свою парадигму. Я приведу пример, который поможет тебе понять, как создать свою индивидуальность. Прежде всего, важно четко определить, чего ты хочешь в долгосрочной перспективе, например, через 10 лет. В конечном итоге, каким видом деятельности ты видишь себя занимающимся каждый день? Что у тебя есть такого, что превращает твою жизнь в непрерывное путешествие открытий? Спроси себя, кем я сейчас являюсь. Какими характеристиками и чертами характера я обладаю, когда достигаю всего этого, обладаю и делаю все это? Это имеет решающее значение. Теперь подумай о том, каково твое мировоззрение. Как ты воспринимаешь мир, когда живешь в этой реальности? Каким ты видишь мир, когда переживаешь все это? Удели минутку тому, чтобы воплотить в жизнь мощные аффирмации. Во-первых, придумай аффирмации о своей личности, о том, каким ты себя видишь. Это может быть что-то вроде «я достоин». Я притягиваю изобилие магнитом, потому что несу в себе магическое прикосновение алхимика. Затем придумай аффирмации, которые соответствуют твоему видению мира. Например, мир сговаривается в мою пользу. Все происходит в нужное время и в соответствии с божественным планом. Если ты посвятишь себя ежедневному повторению этих утверждений, усвоению их, будь готов стать свидетелем невероятной трансформации. Реальность, которую ты воспринимаешь, то, как ты видишь мир, начнет меняться у тебя на глазах. Даже если то, чего ты хочешь, кажется трудным для тебя сегодня, это не значит, что ты не сможешь достичь этого завтра. Все требует времени, практики и терпения. Так что уважай свое время, но в то же время не позволяй определенным страхам помешать тебе достичь чего-то экстраординарного. Поэтому обязательно удели время выполнению этого упражнения. Оно способно полностью изменить твою жизнь. А теперь давай перейдем ко второму ключу. Тебе нужно понять, что отражение, которое мы видим в нашем материальном мире, формируется с определенной задержкой. Почему? Вот почему. В нашем внутреннем мире мы можем мгновенно создать образ, просто закрыв глаза и визуализировав то, чего мы хотим. Именно так это работает в этом измерении. Однако в третьем измерении, физическом измерении, вещам требуется некоторое время, чтобы проявиться из-за инертной природы материи. Материя плотна и не может нарушить законы природы, чтобы все проявилось мгновенно. Это подводит нас к следующему ключевому вопросу. Ты должен придерживаться своей веры достаточно долго, чтобы твое желание проявилось. Что это значит? Это означает, что ты должен оставаться верным своей идентичности и мировоззрению, которые ты создал, до тех пор, пока твоя цель не проявится сама собой. Кем бы ты ни хотел стать, начни с того, чтобы принять личность того, кто уже является таковым. Спроси себя, как бы поступил этот человек, и придерживайся этой личности достаточно долго. Когда люди начинают испытывать это, возникает интересный феномен. Они осознают, что в их жизни бывают взлеты и падения. Они устанавливают веру, идентичность, ожидая, что их цель осуществится, но результат появляется не сразу. Затем их настроение начинает ухудшаться вместе с этой верой. Теперь, когда твое настроение достигает самой низкой точки, внезапно проявляется его проявление. Однако, когда оно проявляется, оно начинает отражать твое предыдущее негативное отношение с определенной задержкой. Затем то, что проявляется, снова начинает ухудшаться, потому что это просто отражает то, что ты чувствуешь. Таким образом возникает своего рода волна, цикл, который происходит в твоей жизни, и ты не можешь избежать этого. Ты испытываешь взлеты и падения, и избежать их невозможно. Главное всегда оставаться верным своей идентичности и мировоззрению, который ты создал, поскольку это самый эффективный способ способствовать значительным изменениям в твоей жизни. Теперь давайте перейдем к следующему ключу, который я нахожу чрезвычайно действенным и который я практикую ежедневно. Что тебе нужно понять, так это то, что зеркало реальности отражает не природу твоих мыслей, а их очищенное содержание. Я скоро объясню, что я имею в виду. Подумай об этом. Если ты продолжаешь выражать недовольство, но в твоем недовольстве есть какое-то содержание, например, я ненавижу свою тупиковую работу, я ненавижу своего босса, я ненавижу своего партнера, я ненавижу счета, которые мне приходится оплачивать. Зеркало отражает не ненависть саму по себе, а конкретное содержание вашей ненависти. Например, я ненавижу счета.
В результате ты получаешь еще больше счетов. Я ненавижу свою работу, и будет возникать все больше ситуаций, которые увеличат твою неудовлетворенность работой. Именно так это и происходит. Чем больше ты жалуешься на то, чего у тебя нет и чего ты не хочешь, тем больше это будет отражаться в твоей жизни, давая тебе больше поводов для подтверждения. Ваше мировоззрение и идентичность. В этом и заключается фундаментальная разница между менталитетом дефицита и менталитетом изобилия. Это просто вопрос восприятия стакана наполовину полным, а не наполовину пустым. Ключ к тому, чтобы применить это в своей жизни, просторечные. Сосредоточься на том, чего ты хочешь, и на том, что у тебя уже есть. Чтобы добиться каких-либо изменений, тебе нужно сосредоточиться на том, что у тебя уже есть прямо сейчас. Все, что у тебя есть, весь прогресс, которого ты достиг, твоя прекрасная семья, все, чего ты хочешь в своей жизни. Просто остановись и подумай, чего я хочу. Что могло бы превратить мою жизнь в настоящее путешествие открытий? Как это выглядит? Каково это? Это может быть расплывчатый образ, пока ты сосредоточен на том, чего хочешь. И когда ты делаешь это, когда ты продолжаешь фокусироваться на том, чего хочешь, разрыв между твоей текущей жизнью и желаемой начинает сокращаться. Потому что ты начинаешь раздвигать границы своей зоны комфорта. Это и есть ключ номер 3. А теперь давайте перейдем к ключу номер 4, последнему, но не менее важному, зеркальному циклу. Это изменит все навсегда, потому что, если вы научитесь управлять этим зеркальным циклом для себя, вы больше не будете так неуверены в том, что вы делаете. Вы буквально увидите, как реальность меняется у вас на глазах. Все начинается с наблюдения. Так что же является причиной вашего отсталого отношения в прошлом, всех жалоб, плохих поступков, которые произошли в прошлом, или бессознательного выбора, который вы сделали? Это настоящий момент. Когда вы смотрите на настоящий момент и сталкиваетесь, например, с необходимостью оплачивать счета за работу, которая вам не нравится, вы замечаете это и используете для формирования своего образа или отношения к жизни. Когда я говорю «образ», я имею в виду внутренние отношения, мысли и чувства, которые мы представляем зеркалу. Когда мы создаем образ, у зеркала нет иного выбора, кроме как отражать его. Таким образом, оно отражает и формирует реальность в соответствии с отраженным изображением. Но обычно случается так, что большинство людей снова смотрят на свое отражение и остаются в ловушке этого цикла. Это захватывающая ловушка, в которую попадает большинство людей. Они наблюдают за происходящим и остаются привязанными к этому шаблону. И в конце концов они думают: черт возьми, это повторяется снова и снова. Я не знаю, что я делаю не так. А потом они пробуют разные тактики и стратегии, они пробуют бизнес-стратегии, они пробуют начать новый бизнес, но ничего не получается. Какое-то время это работает, это приводит их в восторг, но затем они возвращаются к этому образцу просто потому, что не могут добиться внутренних изменений. Но я хочу, чтобы ты запомнил кое-что очень важное. Это происходит потому, что не происходит никаких фундаментальных изменений с точки зрения мировоззрения и идентичности. Поэтому единственный способ добиться этого — обратить этот процесс вспять. Большинство людей начинают с наблюдения, затем создают образ, а затем размышляют. Это стандартный цикл для кукол. Но если ты хочешь стать сотворцом, истинным творцом своей реальности, тебе нужно обратить этот цикл вспять. Я говорю это потому, что сам прошел через это много лет в своей жизни. Но когда я по-настоящему осознал этот цикл, все изменилось. Чтобы разорвать этот цикл, мы должны начать с образа, который хотели бы сформировать. Мы отворачиваемся от размышлений. Мы отворачиваемся от того, чтобы взглянуть на нашу текущую реальность, потому что начинаем понимать, что то, что нас окружает сейчас, было сформировано только на основе решений, принятых в прошлом. Ты должен осознать это, иначе ничего не изменится. Если я хочу изменить завтрашний день, я сознательно выбираю сегодняшний. Итак, мы начинаем с образа, и когда мы выбираем образ и говорим: «Эй, это то, чего я хочу, и это то, что у меня есть», у зеркала нет другого выбора, кроме как начать отражать его в небольших количествах, постепенно, немного. Даже небольшие изменения будут происходить медленно, с задержкой. Так что же нам делать дальше? Вместо того, чтобы наблюдать, мы подтверждаем это. Мы смотрим в зеркало, чтобы понять, что работает, и когда мы видим свое отражение, мы думаем: «О, это работает. Смотри, вот что произошло». Если ты хочешь больше уверенности в себе, со временем ты заметишь, что люди начнут лучше относиться к тебе. Если ты хочешь улучшить какой-то аспект своей работы или бизнеса, ты заметишь, что дела идут лучше. Возможно, весь твой мир разваливается на части,
но ты сосредотачиваешься только на том, что хочешь подтвердить, на том, что соответствует тому мировоззрению и идентичности, которые ты выбрал для создания. Идея в том, чтобы ты всегда продолжал это делать. И чем больше ты будешь продолжать это делать, тем больше это превратится в нечто, превосходящее все, что ты когда-либо мог себе представить. Если ты начнешь использовать эти принципы, твоя жизнь полностью изменится. Ребята, это реально. Это то, что я применил, и это действительно сработало, так что я передаю это тебе. В самом начале моего духовного пути я думал, что это полная чушь. Но когда я увидел результаты, это было безумием. То, чего я хотел, начало приходить ко мне даже сверх того, что я себе представлял. По мере того, как мы погружаемся в глубины зеркала реальности, мы обнаруживаем внутреннюю силу, которую часто упускаем из виду. То, что мы видим вокруг себя, на самом деле является отголоском наших убеждений, идентичности и мировоззрения. Но секрет трансформации заключается в том, что вместо того, чтобы просто наблюдать реальность, мы должны формировать свою судьбу, исходя из образа того, кем мы хотим быть и чего хотим достичь. По мере того, как мы формируем этот новый образ, зеркало реальности реагирует небольшими изменениями, постепенно трансформируясь. Зеркало реальности не знает границ. Оно реагирует только на то, что мы ему предлагаем. Подобно алхимику, который превращает свинец в золото, мы можем преобразить свою жизнь, приняв установку на изобилие, сосредоточившись на том, что у нас есть и чего мы хотим. В конечном счете, наше путешествие через зеркало реальности – это поиск истины внутри нас самих и празднование нашей способности творить. Внедрять инновации, выходить за рамки. Я надеюсь, что это знание станет пламенем, которое проведет тебя по жизненному пути, помогая тебе создавать реальность своей мечты. Сны. Спасибо тебе за то, что ты отправился в это путешествие вместе со мной. Если это видео вызвало у тебя отклик, я приглашаю тебя поставить лайк и подписаться на наш канал. Поделись этим видео с другими, чтобы они могли извлечь пользу из этого послания. И не забудь оставить комментарий ниже, в котором поделишься своими мыслями, размышлениями и опытом. Еще раз спасибо за просмотр и за то, что присоединился ко мне. Береги себя и до скорой встречи.